И спин-офф того, что я записал сегодня днем, конечно же, всего, что я помню, а пока я вам рассказываю, я вспомнил еще больше. Я, например, не вспомнил о том, как мы ходили в кино. Это было очень весело. У меня там было рядом несколько кинотеатров. Кинотеатр «Болгария» в Краснодаре, который сейчас, по-моему, не работает. Или он не работал, сейчас работает. Кинотеатр «Октябрь». Сейчас там какой-то концертный зал. И это я не успел рассказать. Мультики, надо понимать, что было всего лишь 2 канала. И мультики мы смотрели очень дозированно. То же самое, например, проблемы книг не рассказал. То есть очень сложно было найти книги в Советском Союзе, чтобы почитать. Мы действительно ходили в библиотеки и брали там книги, которые нам были интересны. Потому что в свободном доступе книг не было. В продолжение серии, уже начатой серии сегодня, о Советском Союзе, с учетом политической ситуации в ноябре 24 года, давайте немножко о политике Советского Союза. По-моему, в 3 классе нас индоктринировали в октябрят. То есть нам первое, что мы сделали, мы выучили гимн Советского Союза. Я не знаю гимна России, ребят, сорян. Я как выучил на эту музыку одни слова. Все, я теперь только эти слова и знаю. Союз нерушимый, Республик Свободных сплотила навеки Великая Русь. Все, собачка Павлова больше ничего не знает. И с начала обучения в школе нас, я не помню, чтобы в садике, но в школе нас индоктринировали в дедушку Ленина, индоктринировали в том, чтобы хотеть быть октябренком, и достаточно торжественно нас принимали в октябрята в 3 классе, то есть в 10 лет. Потом, может быть, в 1 классе. Я помню, что я носил уже пионерский галстук в 4 классе. Наверное, в 1 или во 2 классе нас принимали где-то. Пару лет я был октябренком. Да, наверное, в 4 классе меня приняли в пионер. Я помню, я мучился этот пионерский галстук. Все время гладил, потому что следили, чтобы он был глаженный. В 4 же классе кого-то из наших одноклассников, моих 10-летних или 11-летних, заметили за тем, что они ходили в молельный дом. Тогда церквей не было. В молельный дом они ходили. В смысле, церкви были, но по какой-то причине они пошли. Там очень мало их было, и они пошли в молельный дом. И их выгнали из этих самых, из пионеров. Это я помню такой случай. В 4 же классе, я как сейчас помню, вот эта зеленая тетрадочка, и я читаю политинформацию, то есть нас заставили подписаться на газету «Пионерская правда». И я читаю эту «Пионерскую правду», вырезки из нее по политической ситуации. Это была обязанность каждого школьника делать такую политинформацию, делать такие вырезки и читать, по сути, пропаганду из этой газеты для всего класса, что касается политики. И вы не поверите, насколько была вот эта вот накачка серьезная в то время, потому что я помню, что я реально боялся ядерной войны. У нас рядом с тем местом, где мы жили, на Ставропольской, около университета, достаточно близко был спиртовый завод.
И он по ночам выпускал всякие непонятные звуки, запахи. То есть, на самом деле, жутко воняло оттуда фурфуролом. Это такой компонент при производстве древесного спирта. Вот. И я, честно, думал иногда, что вот оно началось. То есть, представляете, у меня маленького ребенка, 10-11 лет, который реально верил, что вот ядерная война может начаться вот-вот. И нас готовили к тому, что как нужно себя вести в случае ядерного взрыва, в случае начала войны. То есть с первых классов школы нас готовили к тому, что мы будем как минимум наблюдать и жертвами вооруженного ядерного конфликта. И в нас засовывали эту доктрину, что пионер всему пример. Чуть-чуть забегу вперед. В пионерлагере у нас там это прям была серьезная такая накачка по этому поводу, по пионерскому. Взвейтесь кострами синей ночи. Но, кстати, к вопросу, а как дети к этому относились? Да плевать они хотели на это. Не было никакого серьезного отношения ни к октябрятству, ни к пионерству. Вот вам пример. Взвейтесь кострами синей ночи. Там что-то мы пионеры, дети рабочих, а мы пели мы пионеры, дети грузинов, взвейтесь кострами, бочки с бензином. И это было не то, что я сейчас придумал. Это я запомнил на всю жизнь, потому что мы так шутили. Нам вот это все навязанное было неинтересно, мы этого не понимали. Ну, мы как-то... Все бегут, и я бегу. То есть мы смирились с тем, что это нужно делать, но мы в это не верили. По крайней мере, большинство в это не верило. А нам же вешали на уши типа Гайдар, Тимур и его команда. Все вот эти вещи. Но, поверьте, для нас это было просто как часть обязательной школьной программы. Но ядерной войны я боялся на самом деле, не в шутку. И в Советском Союзе, по-моему, в 83-м или 84-м году показали по советскому телевидению фильм Day After, на следующий день или послезавтра, как-то так он назывался в переводе. Фильм, снятый американцами, и там показывается, как начинается, развязывается ядерный конфликт и к чему он приводит. И, если честно, я тогда очень сильно еще дополнительно испугался того, что показали. То есть в Советском Союзе этот фильм показали как антивоенную пропаганду. И мы действительно что-то там... я смотрел эту международную панораму с Бовиным. Ну, телек, да, тогда телек все смотрели, потому что других как таковых развлечений было практически нет. Не было. Ну, что там, Лунапарк иногда приезжал под Новый год. Кино. В основном мы на улице книг, так, чтобы выбрать много и читать, тоже было не так, чтобы много. Спортивные секции, я не развлекался, меня заставляли играть на аккордеоне. Ну да, наверное, и были какие-то спортивные секции, но немного. Вот. Так что вот такая вот предвоенная тревожная обстановка была в середине 80-х. Из какого-то там прожектор перестройки, это уже в 86-м году или в 87-м он начался, смотрел. Конечно, мы жутко удивлялись. Был, кстати говоря, вы все те, кто любите Советский Союз, ребята, я вам скажу, как же мы любили США тогда. Как же мы хотели все оказаться в США. Мы просто завидовали Соединенным Штатам. То есть мы все хотели жвачек этих всяких американских. Мы хотели
джинсы, кроссовки, вот эти все американские вещи. Когда появились первые видеомагнитофоны, мы просто их засматривали, эти кассеты, и вообще вся бытовая техника, какой-нибудь плеер, все вот это вот западная техника, это тогда была для нас просто, ну, не знаю, билет в рай. Советский Союз 1979 года участвовал в войне в Афганистане. И те, кто выживал и возвращался, особенно те офицеры, поскольку они получали там зарплату в чеках, ну это такая квазивалюта Советского Союза, по которой можно, ну и, наверное, доллары были какие-то. В общем, по этим чекам можно было в Березке, это такие магазины, где продавалась качественная одежда, техника, произведенная в основном за рубежом. Вот можно было пойти купить какие-нибудь там кроссовки. И те, кто был в Афганистане, привозили оттуда, как я помню, у меня был друг, чуть-чуть забегая вперед, это уже ближе к концу 80-х. Вот он, папа у него был офицер, чуть ли не генерал. Да, по-моему, генерал. Вот. Или полковник, а потом он дали ему генерал. В общем, он привез куча всякой там бытовой техники, телевизоры, магнитофоны, плееры кассетные, часы, кроссовки, джинсы. Мы так завидовали этому парню. Мы смотрели эти по видеомагнитофонам американские фильмы и жутко завидовали, как люди там одеты, и жвачка для нас была, ой, елки-палки. Нет, поверьте, это я вот не рассказываю вам сказки. Это было общее такое двойное дно, такая вот лицемерие советского строя. С одной стороны, на партсобраниях и каких-то вот этих вот политинформациях все делали вид, что верят в эту политическую индоктринацию КПСС и Советского Союза, а на бытовом уровне народ хотел западного образа жизни, западных шмоток, западной еды. Все, ну вот, просто фанатели на животном уровне от того, насколько вот на загнивающем Западе люди хорошо живут. И, наверное, тогда они хорошо жили. Поэтому я, с одной стороны, конечно, вот смотрю, как сейчас в России происходит это со стороны. Я очень вижу много символов того, как происходит это в Советском Союзе, как было, ну, похожести на Советский Союз. А с другой стороны, я верю в то, что выросшие в 90-е и в 2000-е люди в своем большинстве, да даже и в 2010-е, в своем большинстве не поведутся на вот эту индоктринацию. Нужно заново, буквально там с детского сада, очень многих индоктринировать. И то посмотрите на многих тех, кто вырос в Советском Союзе в 90-е годы. Эти люди искренне поддержали изменение строя. Всем настолько надоело лицемерить и разговаривать на кухне, что смену политического строя в 90-х реально люди поддерживали и сами добровольно выходили против путча в 91 году.